Ну, во-первых, до того, как мы начали сегодняшний разговор, пойдите налейте себе вторую чашку кофе. Сегодняшняя лекция будет немножко сложной. Для тех из вас, кто имеет специальное экономическое образование, это, конечно, элементарные вещи. Но я постараюсь рассказать так, чтобы было понятно даже для художников и философов. Сегодня мы будем не просто говорить о каком-то герое, который преодолевает жизненные трудности и служит нам примером. Сегодня я рассказываю о нескольких негодяях и об экономике. Поскольку эта тема довольно-таки сложная и обширная, то мне придется во многом срезать углы и упростить. Поэтому в сегодняшнем рассказе я не буду упоминать о противостоянии Тори и Вигов, о государственных лотереях и аннуитетах, о роли Bank of England во всей этой истории, о миссисипском пузыре во Франции и Джонни Лоу и о восстании якобитов. Имея в виду эти оговорки, давайте начнем рассказ об истории компании Южных морей. Дело происходило в Англии в начале XVIII века. В те времена военно-морской флот Великобритании был отдельной статьей бюджета. Англия была традиционно морской державой, правит Британия морями. Она еще не стала империей, над которой не заходит солнце, но она уверенно движется в этом направлении, постоянно приобретая новые заморские территории, новые колонии и организуя морскую торговлю. Так вот, для обеспечения этой самой морской торговли, на которой, в общем-то, базировалась экономика Великобритании, был необходим военно-морской флот, даже в мирное время, потому что пираты. Ну, впрочем, мирного времени в Великобритании практически не было. Последние 100 лет она, практически непрерывно ведет какие-то войны. И военно-морской флот был приоритетным направлением, о чем знали абсолютно все, включая поставщиков, то есть частных людей, частные бизнесы, которые поставляли на верфи и для флота различные товары и услуги. Допустим, доски для кораблей, гвозди, рабочие руки, пиво для этих рабочих рук и так далее. Все это поставляли частные лица. И эти частники, прекрасно понимая, насколько военный флот важен для родной страны, не стеснялись заламывать цены. И поэтому никто, в общем-то, не ожидал, что с ними будут расплачиваться немедленно по доставке товара. Если вы привезли на верфи свой строевой лес, это не означало, что чиновник, который принимает ваш товар, немедленно достанет из кармана кучу денег и начнет с вами рассчитываться. Все совершенно спокойно относились к тому, что государство покупает у вас в долг. Но государство считалось довольно-таки надежным должником, и поэтому, в принципе, люди не возражали, примерно до конца 17 века. Когда обнаружилось, что после долгой войны за испанское наследство внутренний долг Великобритании достиг такого уровня, что бизнесы просто перестали соглашаться отпускать в долг. Все хотели, чтобы с ними сначала расплатились за предыдущие поставки, а потом они, может быть, привезут еще. Тогдашний лорд-канцлер казначейства, это по-современному говоря, что-то на вроде премьер-министра, его звали Роберт Харли на фотографии, решил подсчитать сумму внутреннего долга. Это было трудное предприятие, потому что разговор шел о отдельных мелких долгах кошмарному количеству частных бизнесов и отдельных людей, которые заключались не через одного человека, а через разные ведомства и разных людей от министерств. Короче говоря, это было целое предприятие, и в конце концов они вроде как подсчитали приблизительную сумму, которую они должны собственному народу. И когда они подсчитали, у Харли волосы зашевелились под париком, потому что сумма набегала больше 9 миллионов фунтов стерлингов. Переводя на современные деньги, это примерно 1,75 миллиардов. Никаких идей, как оставаться на плаву с такой суммой долга и текущей войной, у лорда-канцлера не было. Тем более, что он в тот момент оказался в некоторой политической изоляции. Его не хотели поддерживать ни другие министры, ни парламент.
Королева Анна была в принципе за него, но она была старая больная женщина, которая не очень-то знала, как разбираться со всеми этими финансами. Харли лихорадочно ищет какого-нибудь решения, и решение поступает с неожиданной стороны, от частного лица. Его звали Джон Блант, и он был главой компании Hollow Sword Blade. То есть его компания производила клинки, сабли, шпаги, рапиры и тому подобные вещи. Блант был очень умным человеком, с широким взглядом, с большим размахом и, как впоследствии выяснилось, без капли совести. Блант предложил лорду-канцлеру интересную схему, которая, с его точки зрения, удовлетворяла бы всех. Она была бы на пользу как государству, так и частным бизнесам. Схема была следующая. Блант предложил организовать новую компанию, которая бы обменивала государственный долг на собственные акции. То есть, допустим, вы бизнесмен, который поставил на верфи Ее Величества канаты, и вам за эти канаты не заплатили. Вам дали долговую расписку от государства. Вы могли бы прийти в компанию Бланта, которая называлась «Компания Южных морей», и обменять эту долговую расписку государства на акции компании и стать акционером этой компании. И вы спросите, с какой стати я бы стал обменивать государственные долговые обязательства, которые, в общем-то, считаются довольно надежными ценными бумагами, потому что государство, как правило, все-таки расплачивается по долгам, на акции какого-то стартапа, компании, которая только что возникла и никак себя не зарекомендовала. С какой стати? Потому что за вот эту услугу по консолидации государственного долга в одних руках Блант и его компания получали от страны абсолютно уникальную льготу. Государство предоставляло ему чартер, такую бумагу, которая давала компании Бланта монополию на торговлю рабами в Южных морях. Под Южными морями подразумевались страны Центральной и Южной Америки. То есть компания Бланта, компания Южных морей, получала от правительства Великобритании монополию на торговлю рабами с Центральной и Южной Америкой. И вот это был уже совсем другой коленкор. Кроме того, компании Бланта гарантировалась охрана со стороны военно-морского флота Великобритании, ради которого затевалась вся эта история. И акционеры его компании должны были делить доходы от этого чрезвычайно выгодного дела. Торговля живым товаром в те времена приносила огромную прибыль. Но одновременно она была окружена большими ограничениями, и это был очень замкнутый бизнес, в который невозможно было легко впрыгнуть со стороны. Потому что просто сама организация этого бизнеса требовала знаний и расходов. Как вы понимаете, белые работорговцы не ловили по Африке рабов. Белые работорговцы покупали черных рабов у черных рабовладельцев. Африка – это не была одна страна, это был континент, на котором располагались множество самостоятельных государств. И белые работорговцы покупали рабов у начальников этих государств. Поэтому, прежде чем вы поехали в Африку за рабами, вам нужно было знать, во-первых, куда ехать. Вам нужно было знать, с кем там разговаривать, на каком языке вы собираетесь с ним там разговаривать. Опять же, на какие деньги вы собираетесь покупать рабов? Вы не будете платить за них биткоинами, да? Вы приплыли в Африку, вы не можете скинуть им на телефон причитающуюся сумму. Как правило, рабов покупали на натуральные товары. Нужно было привезти какой-то товар. И нужно было знать, какой товар в какую страну Африки привезти. С кем там разговаривать на тему покупки рабов. Нужно было иметь форт на берегу, в котором вы могли хранить свои товары, хранить этих рабов, переночевать в случае чего. Значит, у вас должно было быть разрешение от царя этой страны поставить свой форт. То есть торговля рабами, и потом нужно было еще гонять корабли через Атлантику. Торговля рабами – это был сложный бизнес, потенциально очень доходный, в который многие хотели бы вступить. Но вот так вот просто прийти со стороны, поставить палатку и начать торговать рабами никто не мог.
И поэтому, в общем-то, компания Южных морей предоставила возможность массе людей со стороны подключиться к этому потенциально очень выгодному бизнесу. И поэтому многие держатели государственного долга охотно согласились пойти на этот обмен. Вместо того, чтобы сидеть на долговых обязательствах от правительства, которые непонятно, когда вы получите по ним деньги, вы получали акции от компании, которая должна была делиться с вами своими доходами, как с акционером. Это раз. А во-вторых, если вам вдруг срочно понадобятся деньги, вы могли легко продать акции, потому что в тот момент в Англии уже был рынок ценных бумаг. Работала лондонская биржа, где акции продавали и покупали. Акции были фактически теми же самыми деньгами. Вы могли в любой момент обналичить их и получить деньги. Чего не скажешь о государственном долге. И поэтому, в принципе, вся эта идея выглядела очень привлекательной, как для держателей государственного долга, так и для страны, потому что этот обмен происходил с условием, что правительство начнет выплачивать проценты с долга компании Бланта, причем очень невысокие проценты. То есть внешне вся эта схема выглядела действительно очень привлекательной и выгодной для многих. С одной маленькой заковыркой. Все эти страны Южных морей, то есть Центральная и Южная Америка, за исключением португальской Бразилии и маленьких кусочков, принадлежавших разным странам, в общем-то, по большей части Центральная и Южная Америка на тот момент принадлежит Испанской империи, с которой Великобритания в тот момент ведет активную войну. То есть вся эта схема была рассчитана на будущее, когда будет заключен мир с Испанией, это раз, и когда Испания предоставит Великобритании так называемое асьенто. Это слово не переводится на русский язык. Это право на торговлю рабами с испанскими колониями в Новом Свете. Потому что, кстати, Испания сама за рабами в Африку не ездила по уже перечисленным мною только что причинам. Испания предпочитала покупать рабов у других стран. И для этого она выдавала вот это самое асьенто, которым в разные годы владели разные страны. Сначала это были португальцы, потом это были голландцы, потом французы. И Великобритания надеялась, что когда будет заключен мир, Испания предоставит асьенто ей. И компания Бланта, компания Южных морей, получит с одной стороны асьенто со стороны Испании, с другой стороны оно будет иметь чартер от правительства Великобритании, и оно будет монопольным поставщиком чернокожих рабов из Африки в испанские колонии в Новом Свете. Из-за того, что эту схему нужно было срочно претворять в дело, Великобритания, в общем-то, начинает срочно выходить из войны. В войне за испанское наследство Англия и Испания воевали не вдвоем. Это была коалиция против коалиции. И Британия заключает торопливый и не очень-то выгодный мир. Она заключает мир раньше времени, потому что ей нужно срочно начать выполнять вот эту схему с компанией Южных морей. И она действительно добивается выдачи асьента от Испании. Но этот асьента приходит с большими ограничениями. Испания предоставляет Великобритании право привозить только один корабль с рабами в год в каждый из 7 перечисленных портов Нового Света. Кроме того, по приходу, по продаже рабов, британские негацианты должны будут уплатить довольно большой налог в пользу испанской короны. То есть асьенто было получено, и схема начала работать, но, к сожалению, выгода от этого предприятия оказалась гораздо ниже, чем на это рассчитывали. Оказалось, что вся эта схема не обеспечивает того уровня доходов, которые Блант хотел бы иметь, чтобы рассчитываться с акционерами, и чтобы вся эта операция была бы для них выгодна. Тем более, что мир с Испанией продержится всего 5 лет. В 2018 году начнется новая война, и асьенто будет отозвано. И Бланту ничего не остается, как начинать строить финансовую пирамиду.
Слова такого «финансовая пирамида» тогда еще не было. Но это не означает, что люди не знали, что это такое. Финансовые пирамиды периодически возникали. Более того, не так давно на глазах у некоторых участников событий это произошло во Франции. И люди просвещенные, люди, которые вращались в финансовых кругах, в общем-то понимали, что происходит. Но общая осведомленность широкой публики была гораздо ниже, чем, к примеру, сейчас. Сейчас, когда я говорю «финансовая пирамида», то, в общем-то, все вы понимаете, что это такое. Даже если вы не можете точно объяснить в деталях, но вы знаете, что это плохо. Если при вас какую-то компанию назовут финансовой пирамидой, вы не будете покупать их акции, вы вспомните про МММ и так далее. В те времена осведомленность широкой публики была гораздо ниже. Схема, по которой Блант и его подельники начали получать деньги, была, в общем-то, довольно проста. Следите за моими руками. Поначалу государственный долг обменивали на акции его предприятия как бы 1 к 1 по справедливому курсу. Допустим, у вас есть 5 единиц денег государственного долга, и вам за него полагается обмен на 5 единиц акций компании Южных морей. Но что, если акции компании Южных морей начнут расти в цене? Получится, что по справедливости, если обменивать не по номиналу, а по рыночной стоимости, за 5 единиц государственного долга вам будет полагаться уже не 5, а, допустим, 4 акции компании Южных морей. А 5-ю акцию руководство компании может продать на свободном рынке, а деньги положить себе в карман. То есть, если акции компании Южных морей будут постоянно расти, то при обмене на бумаги государственного займа у них постоянно будет оставаться лишние акции, которые они продавали всем желающим, людям, которые никак не были связаны ни с каким государственным займом, они просто хотели купить акции. Более того, если вы точно знаете, что акции вашей компании будут всегда расти в цене, вы можете заранее купить пакет акций по дешевке, положить их куда-нибудь в ящичек, подождать, когда акции поднимутся в цене, и продать их с барышом. Что Блант и его подельники и начали делать. Но для того, чтобы получать деньги по этой схеме, им нужно было в обязательном порядке сделать так, чтобы акции компании Южных морей непрерывно росли в цене. И они это делали за счет наглой рекламы и вранья, за счет подкупа должностных лиц и манипуляции с собственными акциями, покупкой и перепродажей подороже. Они вроде как продолжают гонять корабли из Африки в Южную Америку, но они это делают едва-едва с очень незначительной выгодой. Основную выгоду компания Южных морей получает из манипуляции собственными акциями. В те времена в Лондоне уже регулярно выходили газеты, которые печатали биржевую информацию. Просыпаясь утром, вы могли прочесть в газетах, акции каких компаний поднимаются в цене, акции каких компаний опускаются в цене, прочитать статьи о новых компаниях, куда вы можете инвестировать деньги и так далее. При этом отличить статьи более-менее правдивые от статей проплаченных и заказных, в общем-то, невозможно. Тем более, что большинство статей печатается анонимно. Поэтому сейчас, к примеру, мы практически уверены, что некоторые из статей, рекламирующих компанию Южных морей, были написаны, к примеру, Даниэлем Дефо, автором Робинзона Крузо, который большую часть своей зарплаты получал как газетчик и издатель, или Джонатаном Свифтом. Многие люди участвовали в рекламе компании Южных морей. Потенциальные акционеры, просыпаясь утром, читают в газетах о каких-то людях, которые получили миллионы на продаже Южных морей и ушли на пенсию. Они читают, что знаменитые актрисы заявили, что они собираются оставить сцену, потому что они разбогатели на акциях компании Южных морей. И акции постоянно растут в цене. Их начинают перепродавать на вторичном рынке, что называется, то есть их покупают уже не у самой компании, а люди начинают перепродавать их друг другу, повышая цену. И после смерти королевы Анны сначала принц, а потом и новый король Георг I становятся вкладчиками и директорами компании Южных морей.
после чего репутация компании в глазах всего населения становится настолько высокой, что их акции начинают переть вверх в цене, несмотря на то, что хозяйственная деятельность компании, в общем-то, сводится к нулю. Кроме того, Бланту через подкуп должностных лиц и через сговор с правительством, которым он просто дарил свои акции, после чего эти люди с подаренными акциями становились заинтересованы в том, чтобы их акции росли в цене, ему удалось 3 раза добиться того, чтобы ему разрешили выпуск дополнительных акций, которые он продавал на свободном рынке. Начинается ажиотажный спрос. В 2020 году разражается настоящий бум, хотя к этому моменту под Блантом уже горит земля. Потому что постоянно раздувать искусственным образом стоимость акций невозможно, если вы при этом не получаете никакого реального дохода от нормальной коммерческой деятельности. Потому что вам нужно в какой-то момент начать выплачивать дивиденды. И вы начинаете выплачивать дивиденды вчерашним вкладчикам из тех денег, которые вы получаете от сегодняшних вкладчиков. Возникает финансовая пирамида. И поскольку все это происходит уже в течение нескольких лет, у Бланта начинают кончаться покупатели. Обратите внимание, что изначально акции Южных морей стоили 100 фунтов стерлингов, что вообще-то довольно большая сумма по тем временам. Что означало, что акциями могли владеть только очень богатые и влиятельные люди. Средний человек не был акционером. Они бы хотели, но у них не было на это денег. Акции стоили слишком дорого. И в какой-то момент, в общем-то, все люди, у которых было много денег, уже вложились в компанию Южных морей. А Бланту нужны были новые покупатели, чтобы его акции продолжали покупать и продолжался рост их цен. И поэтому он начинает идти на исключительные меры. Он начинает предлагать купить свои акции в рассрочку. Вы можете заплатить всего 10% сейчас, а остальное взять в долг у компании. И потом, когда через некоторое время вы захотите перепродать свои акции, вы продадите их, получите барыш и расплатитесь. И это были настолько выгодные условия, а ажиотаж вокруг этих акций поднялся настолько сильный, что все захотели участвовать. Простые люди, у которых не было много денег, подумали, что теперь им по карману начать играть на рынке акций. Люди начали закладывать дома, закладывать драгоценности. Ремесленники начинают закладывать собственные инструменты, чтобы получить наличные деньги, купить акции компании Южных морей в надежде через некоторое время продать их с барышом, когда цена акций поднимется. Все эти люди были сознательными спекулянтами. В отличие от первоначальных вкладчиков, которые обменивали государственный долг на акции, которые хотели быть просто акционерами компании, получать дивиденды, эти люди намеревались бросить свои акции как можно раньше, как только они поднимутся в цене. Поэтому они очень сильно рисковали. Они были готовы залезть в долг, потому что они были уверены, что через пару месяцев они продадут акции, расплатятся с долгами, да еще и получат навар. И в 1720 году ошалевшие от жадности спекулянты загнали цену на акции Южных морей до совершенно непотребных высот. В январе акции компании Южных морей стоили 128 фунтов, в феврале 175, в марте они поднялись выше 300, а к августу, когда Блант предпринял последний тираж акций, последний выпуск акций, акция компании Южных морей стоила более 1000 фунтов. И в этот момент Блант и его подельники, король, министры и прочие люди, которые знали, в чем дело, начинают продавать свои пакеты акций. Потому что цена акций выросла до такого абсурдного уровня, что, в общем-то, уже многие разумные люди начинают думать, что дальше она расти не будет, и нужно начать продавать. Потому что кто-то посчитал, что если компания Южных морей действительно захочет выплатить дивиденды всем своим многочисленным акционерам, то им понадобится сумма, которая равна четверти годового национального продукта Великобритании, что полный абсурд. Разумеется, таких денег у компании нет. Тем более, что, обратите внимание, в последнее время
Они принимают не полную стоимость акций, а только 10% от полной стоимости. Им только-только хватает, чтобы заткнуть рты предыдущим акционерам. И очень многие акционеры в конце августа начинают думать, что дальше акции не будут расти в цене, и они начинают продавать. И начинается вполне предсказуемый обвал. Пузырь лопается. В сентябре акции падают от 1000 фунтов стерлингов назад на 125. Огромное количество вкладчиков оказывается разорено. Оказалось, что они купили акции по большей цене, чем они сейчас могут их продать. Разоренными оказываются не только простые глупые люди, но и некоторые аристократы, некоторые влиятельные люди. Говорят, что сэр Айзек Ньютон потерял 20 тысяч на этой операции. Но мы точно не знаем, у нас нет настоящих доказательств, это все слухи. И тем не менее поднимается колоссальный скандал. Люди бегают по улицам с воплями и криками, что их разорили, и требуют кого-нибудь линчевать. Слова такого не было, но понятие было, и было огромное желание. Начинается следствие. Директоров компании сажают под арест. Лорда-канцлера того времени на некоторое время бросают в Тауэр, впрочем, довольно быстро выпускают и просто отстраняют от должности. И новый лорд-канцлер начинает очень аккуратное и очень политически настроенное расследование, в котором он наказывает тех, кого нельзя было не наказать, но аккуратно оставляет в покое, к примеру, короля, который абсолютно был виновен в том, что этот пузырь раздулся до такого уровня, его любовниц, приближенных короля и некоторых министров, которые здорово нажились на пузыре компании Южных морей, были абсолютно виновны в том, что многие люди потеряли свои деньги, и тем не менее они оказываются никак не наказаны. Следственная комиссия сделает так, чтобы казначей компании смог сбежать вместе с документами в Европу. И в результате, к примеру, Блад практически не понесет никакого наказания, как и многие люди, замешанные во всей этой афере. Конфискуют имущество компании и компенсируют потери некоторым вкладчикам. На всех, конечно, не хватает. Кто-то все равно оказывается разорен. Акции компании Южных морей скупит Центральный банк, и компания поразительным образом останется на плаву. Ее реорганизуют, уволят совет директоров и назначат новых, но тем не менее эта компания будет существовать до середины 19 века. Правда, в конце своего существования она уже будет заниматься китобойным промыслом где-то в районе полярного круга, как не смешно это звучит. Но для всех англичан на долгие годы компания Южных морей становится олицетворением финансового пузыря. Само это слово «финансовый пузырь» было изобретено в те годы как метафора для компаний, которые внезапно возникают, очень быстро раздуваются, а потом лопаются. И в викторианских книжках для детей, где будут рассказывать поучительные истории из прошлого, история Южных морей будет изображаться вот этой вот картинкой с четверостишьем внизу. Глупцы ныряют с головой в морские глуби, но мудрецы не тонут в этой дури. Разумные живут не беспокоясь, не забредая глубже, чем по пояс. Викторианским детишкам на этом примере будут говорить о том, что нужно не жадничать, не поддаваться массовым истериям, быть разумными и хладнокровными. И знать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках, а очень дешевый сыр бывает в тюрьме. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам за внимание. Спасибо моим подписчикам на Бусти и Патреоне, которые проголосовали за эту тему. Всего вам доброго. До свидания.